папы в отпуск. А з 1 августа вони будуть начальником великим Ну, на нормально. телебаченні. Нормально. Люди ходят спокойно на работу. Вот ты сейчас в Киеве, у тебя есть возможность сейчас найти хорошую, высокооплачиваемую работу. У тебя есть Прежде чем идея. искать хорошую высокооплачиваемую работу, нужно бросить плохую, низкооплачиваемую работу, как говорил один человек. Раз бросил Это и легко. лечь на диван и отдохнуть. 2 месяца нужно полежать. Мгм. Ну вот сейчас я буду начальником цеха с 1 августа. С 1 августа. Ну, как, что мне сейчас, увольняться, не быть начальником? Каким начальником? Где? На УКВ в Луганске. Луганской Народной Республики. Начальник чего? Цеха УКВ. А ты думаешь, до 1 августа цех УКВ еще будет существовать? А что будет? Его сепаратисты, Что, взорвут? конечно, как мост в Северодонецке. Ну, взорвут, будем восстанавливать. Дима, Узкая. помнишь, ты нашел вакансию? Давай на вакансию схожу, позвоню. Вот я А, давай. У тебя уже 2-й день проходит. А вот там, справа, собачье гырло. Я работал в Луганске на хорошей, нормальной, полезной работе, которая мне нравилась. Интересная работа была. Я не захотел работать на российских людей, на российское государство, на российскую власть, на Кремль, на Москву. Я взял отпуск и уехал. Мне казалось, все не так было. Мне казалось, здесь больше места, больше пространства. Я думал, эта ситуация ненадолго, но вижу, что она затягивается. Я хотел получить работу на подконтрольной Украине территории. Я не хотел работать на оккупанте. Я пришел к генеральному директору и объяснил ситуацию, что я хочу работать. Мне работа нравится, но я не хочу работать на оккупанта. Меня уволили, я не смирился с этим. Я судился со своей работой более 2 лет. Я проиграл 3 суда и 1 выиграл. Суд длился 2,5 года. Я выиграл, восстановился на работе. Новый директор меня тут же уволил, как только по суду меня восстановили на работе. Новый директор меня тут же уволил. Я считаю, восстановил справедливость частично. Частично. И я удовлетворен этим. Вот здесь мы живем. Справа Днепр. Прямо депо. Да когда же это закончится? Когда мы вернемся домой? Мы беженцы, понимаешь, мы беженцы. Какой целью вы сегодня? С какой целью вручение письма на отключение телеканалов для правдивой информации, вот, во избежание дачи ложной информации, вот, неофашистских программ. Это 5 канала и 1+1. Мы будем производить отключение. Телерадиокомпания работает в штатном режиме. Согласно нашего тематического плана, ничего не меняется. Программы выходят, сетка вещания не изменена. Как радио, так и телевидение, как и проводного радио. А где же Донецкий канал? Куда Донецкий канал исчез?
Сейчас найдем. Слава Украине, Путин хуйло. Что, никого нету, что ли? Мы же в эту жизнь пришли развлекаться. Люди вон живут без рук, без ног. Ну, ничего, а нам на что жаловаться? Донбасс порожняк не гонит. Дадим стране угля, хоть и мелкого, но много. Из-за чего это произошло? Что их унизили, заставляют уезжать? Бросить свою землю, где ты родился, кто-то тебя выгнал. А кто будет там наводить порядок? Я не говорю, что там ходить и стрелять из флагом. Просто вот ходить, чтобы люди спокойно ходили. Вот спокойным Хорошо, шагом в парке. Леша, что этот мужчина, отец двух детей? Вот что он, никто. Что И он точно будет- так же и Юра, этот Кияшка твой. Что он без Я оружия? ничего не знаю. Ну, Пусть я никому, я ни за кого. Да Хорошо. Что значит ни за кого? Хорошо. Я не говорю там ходить с автоматом или с флагом. Ну, так что делать? Вот что, если рядом вооруженные неадекватные люди? Аргументы какие-то им приводить. Так у них аргумент один. Их уберут другие вооруженные люди через неделю, через 2, через 3, максимум через месяц. Все. Дальше там надо жить. Все, А почему там приехали почему русские там с надо флагами, жить? я ходил, говорю, что вы ходите? Выходили мы с девушками с флажками. Ничего это не дало. Поулыбались. Почему жить? Выводы надо какие-то делать. Какую власть вы выбирали там местную? Ну, и какие оставаться менты? жить с этими ватниками, с этими предателями. Да, их там 80... Какими предателями? Их там 80% в болото. Ждут, кто победит. Сильные руки ждут. Вот как раз это и предатели. Они не ватники. Они не ватники. Ватников там немного. Я побежу. Ого, как крутит. Настольный теннисист — это такой народ, если ты сыграл несколько игр с человеком, ты уже как друг ему. Это как сходил в поход. Дядь? Вот Стащук. Он киевлянин, адвокат, юрист, работал в КРТ. Я в Луганске. Я приехал сюда на теннисный турнир и плохо о нем слышал. Стащук — это такой козел там в Киеве, он нас заставляет делать там, ну, это козлы все в Киеве работают. А я приехал с ним играть, я тоже думаю, ну, козел такой. И я в группе проиграл ему, потом я ему не дал пройти на первое место. Не пустил его, я у него выиграл в такой борьбе. Я приезжаю в Луганск и говорю, я выиграл у Стащука. Молодец! Это праздновали, вся контора праздновала в Луганске, что я у Стащука выиграл, у такого же козла. Ну, вернее, у него. Потом я сюда приезжаю в связи с переселением. Меня посоветовали юристов, одних, вторых, третьих. И в третий я прихожу, а это с КРТ. И тут Володя Стащук появляется. Ну, типа козел тот. И мы, а мы же с тобой играли, понимаешь? И мы лучшие друзья сейчас. Он сейчас мне помог суд выиграть на $3000. И надо сказать, что он не такой же козел и вообще не козел, а нормальный человек. Но просто как теннис он сближает 100%. Удар! 10-3. Дай. Уверенно со счетом 4-2 Заря побеждает Динамо сегодня. Я выиграл чисто случайно. Дим. Все.
Всех людей надо любить, все люди хорошие. Просто одних любить нужно больше, а других меньше. Мы же живем в общем доме, который называется Earth, планета Земля. The Earth. No? Свидетельство о браке. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.